В этом видео хочу рассказать о том, как у меня получилось восстановить телефон Redmi Note 10S. После неудачной прошивки он превратился в кирпич. Перепробовал несколько вариантов, и один из них сработал. Но вначале я хочу рассказать о том, как так получилось, что телефон превратился в кирпич, то есть он не мог загрузиться и постоянно перезагружался и останавливал все на заставке Xiaomi. И изначально хотел перейти с русской прошивки на глобальную, потому что у глобальной есть некоторые преимущества. И перед прошивкой я подготовил телефон, включил в нем USB-отладку, создал Mi аккаунт, привязал его к самому телефону, включил режим разработчика. На компьютере установил дрова, чтобы телефон правильно определялся, чтобы правильно отображался в диспетчере устройств. Разблокировать загрузчик не получилось, выдавала какую-то неизвестную ошибку, я так и не понял, из-за чего это было. Было не подключиться к Mi аккаунту или что-то такое вроде этого. Но это на самом деле плохо, лучше все-таки его разблокировать, чтобы потом было легче восстанавливать телефон, если что-то пойдет не так. И где-то я прочитал, что если ставишь обычную прошивку, официальную, не кастомную какую-то, то разблокировать загрузчик не обязательно. И поэтому я решил перепрошить телефон так, без разблокировки загрузчика. Перепрошивал телефон через программу Xiaomi Tool. Программа сама подобрала подходящую прошивку. Началось прошивание, дошло до 54%. После этого появилась ошибка. Все сбросилось, и телефон больше не включался. Но и даже если мы установим все драйвера, компьютер может его неправильно видеть, неправильно будет отображаться. И не получится перепрошить. Вот. Для этого нужно зайти в диспетчер устройств, посмотреть, как отображается телефон. Сейчас он отображается правильно, но здесь может быть что-то написано другое. Это можно исправить. Для этого нужно обновить драйвер, нажимаем «Найти драйвера на этом компьютере». Дальше пункт «Выбрать драйвер из списка доступных». Дальше мы выбираем здесь из списка нужные нам драйвера. Смотря в каком режиме мы запускаем телефон. Нажимаем «Далее». Вылезает предупреждение, соглашаемся, да. Драйвера устанавливаются. И после этого телефон будет отображаться правильно уже. И его можно будет перепрошивать. Восстановить телефон после окирпичивания получилось при помощи программы Xiaomi Tool. Рассказывать, как ее установить, я не буду. Вот запускаю программу. Дальше здесь соглашаемся. Подключаем телефон, запускаем в режиме Fastboot. Программа его распознает. И для того, чтобы установить прошивку, советуется использовать этот режим, первый. Я его уже пробовал, и после этого телефон превратился в кирпич. И решил попробовать этот режим. Выбрал его с картинкой Fastboot. Здесь тоже соглашаемся дальше. Программа определяет телефон, подключается к нему. Здесь мы видим, что она распознала его правильно. Выбираем Select. Дальше здесь нужно найти модель нашего телефона. У меня Xiaomi Note 10S. И я выбрал первую строчку. Здесь несколько вариантов. Я выбрал первую. Дальше нажал Select. Телефон стал опять перепрошиваться. До этого предложил перейти в режим With Me Assistant,
Чтобы запустить телефон в режиме Connect with Me Assistant, нужно его выключить. Дальше зажимаем кнопку питания и громкость вверх. Отпускаем кнопку питания, когда появляется значок Redmi. И отпускаем потом громкость вверх кнопку. И вот мы попадаем в режим в Recovery. И здесь нужно выбрать режим Connect with Me Assistant. Я его не отключая от провода перевел в этот режим. Дальше он стал перепрошиваться. Перепрошил, опять выдал ошибку, но после этого он загрузился, и на телефоне уже была глобальная прошивка, та, которую я и хотел. Ну и телефон заработал. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Возможно, вам поможет этот вариант, чтобы оживить свой телефон. Но обычно получается так, что делаешь все, как сказали в видео, но ничего не получается. Но я надеюсь, все равно эта информация была полезна для вас. Друзья, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.